Все готово. Можно ездить. Привет, дорогие друзья! После выхода на канал последнего видео многие подписчики просили рассказать о том, как готовить автомобиль к эксплуатации в условиях низких температур, как его утеплить и все об этом подробнее. И вот на примере данного автомобиля покажу вам процесс утепления наглядно. Уверен, что данное видео будет для вас полезным, поскольку данная технология подходит в принципе для любого автомобиля и подойдет абсолютно каждому. Друзья, не забывайте оставлять комментарии, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Помимо бинара, вот о котором я уже рассказывал в прошлых выпусках, купил себе подогреватель, электрокотел. Вот здесь его вывел. Вот провод идет 220 вольт. И вот сюда вот соединяется с удлинителем, который выходит из дома. Вот у меня он пошел здесь. И вот сюда на первый этаж к окну. Ну, по отзывам, конечно же, бинар 5S греет намного быстрее. То есть, допустим, если на улице минус 40, то за 40 минут работы бинар 5S прогревает двигатель до 70 градусов. Вот. А для того, чтобы прогрел до такой же температуры электроподогрев, на это нужно часа 2 затратить. То есть утром просыпаюсь, выезжаю на работу в 8 утра, то есть просыпаюсь в 6 часов утра, уже ставлю котел, и он работает 2 часа. И при максимально низких температурах машинка будет теплая. То есть вот 2 часа он греет, и после этого температура двигателя уже градусов примерно 60-70. Можно заводить, запускать и греть салон. Утеплять будем моторный отсек. Вот, как можете заметить, сверху специальный теплообменный материал, который все тепло двигателя спускает вниз. То есть здесь у нас в отсеке двигателя будет тепло. Нам нужно будет утеплить места между радиатором и решеткой, потому что сюда при движении попадает холодный воздух. Чтобы это исключить, люди некоторые ставят сюда картонки, но картонки не рекомендую, поскольку если попадает влага на картонку, то она тут же начинает мокреть, отсырать и портиться. Затем будем утеплять пространство между двигателем и подкрылками, то есть чтобы все тепло также шло туда, к двигателю. Левая подкрылка. И правая подкрылка. Кстати, кто-то вот вообще не заморачивается, прям сюда на решетку кладет это покрытие, здесь его стягивает хомутами и вот так вот ездит. Но мы сегодня сделаем все аккуратно. Материал засунем вот сюда за решетку, чтобы все было красиво и аккуратно. Вот, друзья, приобрел такой материал. Это тепловая изоляция. Также она может служить вам дополнительной шумоизоляцией, поскольку имеет такие свойства. Стоит недорого, буквально вот 70 рублей за метр. Купил 2 метра, больше нам вот в данном случае не пригодится. Друзья, ну вот, собственно, мы соединили наши две части утеплителя. Вот, давайте перевернем. Это, кстати, лицевая сторона, которая будет к улице. А вот здесь сторона, которая будет к двигателю. Вот он будет отдавать тепло. Также нам необходимо снять решетку радиатора и утеплить здесь, чтобы при движении автомобиля холодный поток воздуха не попадал на него и не охлаждал двигатель. Ну, собственно, вот, берем теплоизоляционный материал. Нам понадобятся ножницы, у кого отвертка, саморез. Снимаем крышку радиатора. Вот, друзья, сняли крышку. У нас освобождается радиаторный отсек. Сюда ставим материал этот вот. То есть потоки воздуха, которые будут сюда идти, они будут его закрывать. Он будет препятствовать попаданию холодного воздуха. И таким образом у нас будет сохраняться тепло.
Здесь у меня уже подрезаны такие небольшие прорезы для того, чтобы проще было опускать его между проводов, которые протянуты здесь, рядом с радиатором. Также смотрим здесь, чтобы не было пустых отверстий для попадания лишнего воздуха. Ну вот, собственно, все. Теперь берем, снимаем старые хомуты, вот эти вот все, вот, и уже ставим новые. Все, друзья, ставим нашу решетку. Вот и все. Вот видите, теперь уже потоки воздуха попадать сюда не будут. На улице, конечно, холодно, где-то минус 10, но терпимо. Работать можно. У кого есть гараж, тому, конечно же, проще в этом всем плане. Но, к сожалению, у меня гаража нету. Но и без него вот более-менее справляемся. Ну, собственно, друзья, все готово. Можно ездить. И при запуске двигателя он будет быстро прогреваться и будет греть салон уже впоследствии. Закрываем капот. Все готово. Утепление здесь, в подкрылках справа и слева и сверху. Теперь у нас двигатель будет прогрет.